Ребятки, всем привет! Из солнечного Крыма. У нас сегодня, слава богу, классная погода. Плюс 8. Ну, как бы температура, конечно, понизилась. Вчера было плюс 11, но очень сильный ветер. Ветер был ночью, вообще был такой ураган. Я думала, эти кипарисы у нас за окном, они просто рухнут, упадут. Сашка вообще нервничать начал. У него еще машина стояла под этим кипарисом. Он говорит: слушай, я не ожидала, что такое ветрище будет, вообще сумасшедший. Поэтому, ну, сегодня, видите, какая классная погода. Такое потрясающее солнечное утро. И мы с вами идем на набережную. Несколько дней до Нового года. Я вам покажу сейчас, какая там красота. Прогуляемся вместе со мной. Я думаю, вам уже многие показали, но я еще вам не показывала. Поэтому прогуляемся. Будет сейчас большая утренняя прогулка по набережной Ялты. И потом в обед я пойду, хочу еще в столовую, тоже вам сделать обзорчик столовой прямо на набережной. Есть большая столовая, тоже по-домашнему. Все равно пойду кушать супчик. Поэтому в следующем ролике будет столовая по-домашнему. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Обязательно ставьте лайки, если вы хотите больше таких видео. Все, идемте. Ой, какая классная погода. Солнышко, обалденно. Очки надо одевать. Посмотрите, какая прелесть. Все-таки как только солнце появляется, сразу настроение появляется, да? Что такое витамин D? Витамин D никто не отменял. Я говорю, напрямую, вот погода связана напрямую с настроением. Только хорошая погода, все, еще вроде ничего не произошло, а настроение уже потрясающее. Ой, прям светит солнце. Обалдеть, ступеньки хоть бы. Оп. Сейчас выйдем с вами прям сразу к набережной. Как это называется, вторая часть? Там Ленина, а здесь, боже, еще не проснулась, еще кофе не попила. Сейчас буду с вами вместе пить кофе и гулять. Так, Приморская набережная, вот, Приморская. Ой, я вся в лучах солнца крымского, дарю его вам, друзья мои. Видите, какая чудесная погода. Собачкам нравится, хозяевам нравится гулять, все гуляют. Тут место такое мне так нравится. Я сюда прям специально хожу просто гулять. Даже мне набережная не нужна. Я вот хожу по вот этому Приморскому парку имени Гагарина гуляю. Видите, как тут хорошо. Спа-отель Приморский. Так, пойдемте по Приморскому парку немножко прогуляемся. Люблю здесь гулять. Посмотрите, как здесь тихо, красиво, все зелено. В ту сторону у нас Зазеркалье, спа-отель. Кто спа любит, те знают. Он такой самый популярный, можно сказать. Вот отель Левант, который я вам когда-то показывала. Обходила с той стороны как раз вот его расположение. А здесь сверху, видите, такой парк. Если кто-то здесь не был, погуляйте. Вам нужно будет до конца набережной дойти, и вы попадете вот в такой прекрасный парк. И, кстати, когда очень ветрено на набережной, здесь прекрасно гулять. Потому что море вон там, получается, там море. И видите, здесь как бы и дома закрывают. Хорошее место. Тебе тоже нравится, зайчик? И сейчас мы как раз с вами вот так прямо пойдем, направо повернем и выйдем к набережной, к той части, где ресторанчики. Здесь бювет, видите, прям расположен. Выйдем, где ресторанчики, и пройдемся прямо туда, на набережную Ленина, посмотрим на елочки, прогуляемся. Я думаю, что сегодня будет побольше людей гулять. Они вчера вечером не нагулялись, у нас поднялся ураган. Видите, тут питьевой бюветик такой классный. Но вот здесь сейчас не дует ветер абсолютно, но я все-таки думаю, что к набережной я выйду, там будет ветерочек. Ветерочек. Температурка сегодня понизилась, но прекрасно. Такой свежий воздух. Вчера утром было очень слишком жарко, прям люди многие возмущались, понимаете, нам все плохо. Холодно, нам жарко, когда тепло, нам тоже жарко. Вчера, потому что мы шли, я думаю, боже, что за утро, не знаешь, как одеться. Такая жара, аж духота была. И женщина возмущалась, что это за погода, я с давлением страдаю. Поэтому вот так вот людям не угодишь. Видите, слишком жарко, не нравится. Ну да, организм уже адаптировался, понимаете, как бы все-таки зима. И когда слишком такая душно так становится, а еще здесь как субтропики, здесь сразу влажность поднимается. Но зато видите, какое все зеленое и красивое. Красота. Вот здесь вот можно гулять постоянно. Вот понимаете, я вот по вот этой аллейке, вот сейчас развернусь, вот по вот этой аллейке можно гулять, 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 я не устаю. Просто любуешься кипарисами, пальмочками.
Вот как будто такой, знаете, особенный райончик Ялты. Мне очень нравится, он такой особенный. Вот настолько она вся разная, Ялточка. Где-то какие-то старые дома, да, вот этот холм, где Массандровский пляж. Вот этот вот вверху вот эти частный сектор идешь, вообще как будто бы идешь по какому-то кварталу Одессы. Тут уже спускаешься сюда на Приморскую набережную, здесь такая красота. Даже такое ощущение, что ты не в Ялте находишься. Ну, я не знаю, вот на что похоже. Просто я видела, люди здесь фотосессии делают. И получается, такие фотографии даже невозможно определить. Думаешь, боже, неужели это наш Крым такой красивый? Видите, все-таки что такое правильно высадить? Потому что здесь все очень красиво высажены, деревья, как-то вот, как это называется, девочки, скажите, когда все вот правильно. Ландшафт, наверное, да? Видите, тут уборка. Вот иду сколько, постоянно все убирают. Ну тут, видите, тут за все платится. Поэтому за уборочку тоже платится. Тут подземные парковки везде, потому что здания эти огромные. Вон море, видите, как раз. Так, а мы дальше чуть спустимся. Какое море сегодня красивое, просто штиль. Вечером вчера такое было. Вы видели, что в Судаке там вообще поразбивало за эти дни набережную. Здесь тоже очень сильный шторм был. Очень сильный. И на утро такая потрясающая погода. Как я этой сосной постоянно любуюсь. Как она мне нравится. Так она украшает, конечно, вид. Это просто вообще что-то непередаваемое. Что-то ремонтировать опять собрались. Тут постоянно что-то ремонтируют. Ой, солнышко, посмотрите. 9 утра, какая прелесть. Тоже девушка сидит, любуется. Чудесно. Сейчас мы с вами пойдем вон туда. Не знаю, как можно не любить Ялту? Мне кажется, это потрясающее место. Просто потрясающее. Ой, еще утро. Вчера все столики были заняты. В обед мы шли тут. Будний день. Ялта еще спит. Вообще в этом году я вам говорила, да, что почему-то очень мало людей на новогодние праздники в Ялте. Обычно у нас Ялта самое популярное место из всего Крыма, потому что Ялту как бы украшают красиво, и все-таки это такой, знаете, бренд. Ялта, ну вот если спросите даже человека, который никогда не был в Крыму, многие поселки, многие города, они не знают, но Ялту знают все, поэтому Ялта все-таки бренд, и в Ялту больше и денег вливается, и инвесторы, вы сами видите, вот такие прекрасные новые микрорайоны, и весь бизнес как бы старается сконцентрироваться все-таки в Ялте, потому что, ну, в Ялте всегда есть люди, и зимой, и летом. Ну, вы же прекрасно знаете, да, что Крым, он состоит из маленьких поселочков, если уже говорить о курортном Крыме. Конечно же, есть такие города, как Симферополь, Севастополь, они очень-очень населенные, там по 500 тысяч населения, по-моему, в Севастополе 500, а в Симферополе 300 тысяч. То в Ялте население 80 тысяч, я уже посмотрела. Потому что у нас в Черноморске 11 тысяч, в Ялте 80. Это прямо из курортных городов, ну, достаточно такой населенный город, даже местными. Но вот, наверное, в Алуште больше. Я не смотрела, сколько в Алуште. Что-то не поинтересовалась. Но в Алуште, наверное, даже больше населения. Алушта, конечно, больше, но Ялта популярнее. Но я люблю очень Ялту, я не знаю почему. Вот знаете, это как любовь на всю жизнь. Вот ты попадаешь первый раз в этот город, либо ты любишь, все, влюбляешься, либо как-то что-то тебе не нравится. Вот Симферополь, я вам хочу сказать, ну, люди там живут, он, конечно, может, очень удобный, кто там вырос, живет, он тоже очень красивый, там Гагаринский парк красивый. Я жила 2 года, когда училась в Симферополе, но я так его и не смогла полюбить. Он для меня вот какой-то такой, знаете, город-город, суета, машины, вот какой-то вот он такой не для души, он для работы, для бизнеса, для учебы, да. Там движ, конечно, жизнь кипит, но для отдыха, для души у меня Черноморская и Ялта. Это вот два моих таких потрясающих городка, которые я очень люблю. И вот кто бы что ни говорил, понимаете, но все-таки Ялта безумно красивое место. Ну, тут уже, понимаете, отрицать, ну, я думаю, никто не будет, правда?
Потому что очень мало на планете Земля таких прекрасных уголочков. Таких вот, ну, прелесть, конечно. Здесь все есть, и море, и горы, и как-то атмосферка такая, и маленький, он аккуратненький. Не зря его цари присмотрели. Видите, утренняя Ялта готовится. Ребята выносят из кафе рекламные щиты, эти деревца выносят. Они их вчера занесли, потому что ураган был очень сильный. Я же говорю, вчера такое было, что они, наверное, у них тут и стулья летали. Тут, наверное, все сегодня с утра заново выносили. Вообще не знаю. Ну, такого, как вчера вечером, я еще такого не видела. Ой, вообще вот так могу бесконечно стоять вот здесь и любоваться. Боже мой, какой же наш Крым красивый. Вот у меня в Крыму два абсолютно любимых места. Это Ялта и Черноморская, там, где я живу. Я раньше как-то все думала, нет, наверное, надо переехать из Черноморского. Мне казалось, все может быть где-то лучше, но в итоге я поняла, что мне Черноморская очень подходит летом. Там Тарханкут и постоянно свежий воздух, и дышать легко. В Ялте мне дышать летом сложно, повышенная влажность, ну, как бы субтропический такой. Но зато зимой лучше Ялты, не знаю, но лично для меня, может быть, для вас другие какие-то города. Я говорю вот именно про себя. Потому что я прожила 2 года в Симферополе, пока училась, но все-таки как-то вот не полюбился мне Симферополь, хотя я не говорю, что плохой город, многие люди там живут, и многие покупают там жилье и стремятся туда, потому что там все-таки, ну, знаете, сконцентрированы все заведения и учебные, там очень много университетов, и все наши, эти самые лучшие больницы, организации, офисы, ну, как бы там такой центр. Севастополь шикарный город. Вот у меня сын живет в Севастополе. Они настолько влюблены в Севастополь, что у них была возможность переехать в Ялту. Нет, они сказали, нет, мы в Севастополе хотим. Видите, настолько все по-разному. А мне вот нравится Ялта. Я вот не знаю, я бы Севастополь, я устаю от него. Он длинный, растянутый, но вот Севастополь, если взять 300 тысяч населения, Симферополь у нас, нет, в Севастополе у нас 500 тысяч населения, наверное, самый крупный город, да, получается. В Симферополе 300 тысяч населения, Ялточка 80 тысяч населения местного, ну, летом, конечно, в 10 раз или в 20 больше. Ой, потрясающее утро, боже мой, какая прелесть. Официанты, видите, утром на работу пришли, любуются. Видите, не только мы любуемся, но мне кажется, к такой красоте невозможно привыкнуть и вот просто вот как-то воспринимать ее обычно. Все равно даже все местные жители, они любят очень и море, и природу, и вот любуются, отдыхают. Хоть говорят, что глаз замыливается, нет, все равно ты как бы ценишь, потому что я вот тоже в Черноморске живу, я иной раз утром еду, даже на работу еду, люди идут на море, отдыхают, и вот эта атмосфера, даже ты на работу идешь, но она тебе передается, какая-то такая положительная, такая классная, музычку включишь и думаешь, боже мой, как прекрасно жить в Крыму, да, классно. Спустилась я на набережную Ленина, сейчас мы с вами к елочке подойдем. Посмотрите, какого тут красавчика увидела. Ой, красавец, ты тут так сидишь под сосной такой красивой. Любуешься солнышком, морем таким чудесным. Штиль, полный штиль. Тут, как всегда, люди любят сюда приходить кормить голубей. Помню, Никитка у меня еще маленький был, мы всегда приезжали в Ялту, и он бежал на это место. Мама, я к голубям. Сколько лет уже, да, люди прикормили вот это место возле рыночка сувенирного. И здесь такое место затишное. Сколько фотографий. И у моего Никиты, у маленького, здесь куча фотографий с этого места. И постоянно здесь кормят голубей люди. И они тут живут. Видите, какая атмосферка прекрасная. Травку клюют. Трава зеленая-зеленая. Ой, цветочки какие прекрасные. Посмотрите. Чудесно. Сейчас пойдем с вами как раз в ту сторону. Солнышко будет нам в спину. Не будет засвечивать.
Розмаринчик везде растет, видите? Какой он красивый, яркий здесь. Она даже успокоилась. Вчера такое было. Вон, посмотрите, ветки повыносила, видите, корни валяются. Вчера ураганный ветер был. А к ночи что творилось? Ой, вообще. Я, честно говоря, в прошлом году даже весь месяц была в Ялте, но такого ветра я не видела даже за весь февраль. Кстати, в феврале мы едем с вами на месяц, не забывайте. Каждый день будем гулять по Ялточке, у меня будет свободного времени много, я буду одна. Поэтому будет очень много прогулок. Те, кто любит Ялту, подписывайтесь, кто еще не подписан, колокольчик ставьте, чтобы не пропустить новые видео. Такая, знаете, как фраза, которую наизусть надо выучить и говорить в каждом ролике. Я, кстати, забываю вам всегда говорить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, если вы хотите больше видео. Потому что очень важно понимать, нравится твоим зрителям твой контент, не нравится. Да? Гуляют, видите? Ой, чудесно. Такой воздух утром классный. Плюс 8. И вот именно такая температура, без ветра, плюс 8, солнышко. Ну, просто чудесно. Такой воздух. Вон елочка уже видна отсюда. Елка очень красивая. Спортсмены бегают. У меня не получается бегать, не могу себя заставить. Я всегда вот смотрю на таких людей, думаю, боже мой, какие же молодцы. Какие молодцы. Вот так вот утречком пробежаться. Возле моря, подышать морем. Еще, знаете, не в каждом городе есть такие места, где есть возможность вот так вот бегать. Потому что вот некоторые бегают прям по дорогам. Я смотрю, мне так жалко иногда вот ребят, которые занимаются спортом, велоспортом. И вот я смотрю, машины едут, трассы такие сейчас. Ну, они же столько выхлопных газов. И вот они едут, им тренироваться надо. Я смотрю, целая команда едет. И думаю, боже мой, ребята дышат этими выхлопными газами. Это разве спорт? Вот я считаю, вот это спорт. Вот если вот здесь бегать, да, вот это спорт, это для здоровья, в удовольствие. А когда это уже так идет издевательство над организмом, то я не считаю, что это правильно. Друзья, какая атмосфера! Какая успокаивающая атмосфера. Я когда иду именно по набережной Ялты, такое ощущение, что все какие-то заботы, проблемы, да, я вам всегда говорю, они как будто бы на второй план отходят. Не хочется ни о чем думать. Как бы откладываешь так мысленно эти дела, думаешь, ладно, все, я сейчас отдыхаю, потом займемся. Я сейчас тоже домой приеду, дома куча дел, я вот не могу понять, мне говорят, Маша, ты когда куда-то выезжаешь, у тебя сразу начинается много роликов, всяких шортс ты начинаешь делать. Девочки, потому что дома постоянно находим себе какую-то работу, постоянно. Дома лежишь, раз, ага, надо шкафчик протереть, так, надо порядок там навести, так, тут надо раковину помыть, тут ванну, тут еще что-то, тут на кухне плиту вымыть, еще что-то. Постоянно находишь себе какую-то работу, поэтому очень вам рекомендую выезжать, хотя бы какие-то делать маленькие уикенды, потому что только так вы можете перезагрузиться. Дома, даже лежа на диванчике, просто выходной, вы все равно будете смотреть, видеть, что вам нужно сделать, и вас это будет отвлекать и забирать вашу энергию. Вы все равно, понимаете, мысленно, хоть вы не делаете, но вы знаете, что вам надо убраться в этом шкафу. Вам надо убраться в этом шкафу. Я иду громко разговариваю, женщина думает, я ей что ли говорю. Вот, а когда вы приезжаете куда-то, вы лежите, незнакомая атмосфера, какой-то отельчик, да, или гостевой дом, это все не ваше, вам как бы не надо там убирать. И все, мысли ваши свободны, спокойны, вы действительно расслабляетесь и отдыхаете. Действительно. Ой, ну я сама сегодня нагуляться не могу, ребята. Вот сколько мы здесь дней, такой погоды я еще не видела. Вот сегодня прям погода, вот действительно. Действительно нам для прогулки, да?
Ну, просто сказочная. У меня вчера Саша стресс получил. У нас как раз машина стоит под старым-старым кедром. Там два огромных кедра, им по 160 или по 170 лет. Ну, в общем, они очень-очень старые. Они до 9-го, по-моему, этажа. Дом рядом, и они до 9-го этажа, представляете? Высоченные. И как раз его машина там стоит. И он, значит, до ночи выходил, ураган такой, ветрище. Все гремит, где-то там какие-то крыши, знаете, у кого-то там оно что-то не прибитое, вот железо, где-то бахает, где-то что-то, деревья шелестят. Ну, звуки, конечно, не очень такие приятные, когда ураган, когда ветер. Все скрипит, трещит, гремит. Деревья эти ходуном ходят, кипарисы же высоченные, их клонят. И Саша такой, так, еще не хватало, чтобы мне сейчас что-то на машину упало. Я говорю, да успокойся. Я говорю, все будет хорошо, ты не думай об этом, тогда ничего не упадет. Так я его вчера тренинг психологический весь вечер ему говорила, все, ложись спать, смотри комедию какую-нибудь, ничего у тебя не упадет, все будет хорошо. А он говорит, а ты откуда знаешь? Я ему говорю, я знаю, что все будет хорошо. Будет прекрасная поездка это. Все нормально, и на утро такая погода, он утром выбегает на балкон. Так, посмотри, все нормально, на мою машину там ничего не попадало, никакие ветки. Я говорю, все хорошо, все нормально. Тоже, да, вот сколько людей, я вот помню, смотрела, когда потоп был, ну это много лет назад, ну не так много, сколько там, 4 года назад, да, Ялту затопило, это, конечно, был ужас, сколько они разгребали, бедные. И вот люди приехали на машинах отдыхать, и вы видели, что с машинами случилось, да, и вот в Сочи в этом году тоже, и в прошлом году люди говорят, и документы все, прямо машины плыли вместе с документами. И вот что я хочу сказать, все-таки бывает, и приезжаешь отдыхать, а получается не отдых, а непонятно что, но тем не менее. И такое бывает, ну, будем надеяться, что все будет хорошо, и у нас с вами такого никогда не произойдет. Наши все отпуски, все наши уикенды будут только наполнены позитивом и положительными эмоциями. Красивая елочка, вечером она так потрясающе светится, но, честно говоря, вот атмосферка вечерняя, я вот вам снимала, но она не передает эту атмосферу, вы сами знаете, да, что когда ты находишься и потом на видео смотришь, либо на фотографиях, как-то не передает. Ну, если только такие профессиональные камеры, то они передадут. Давайте посмотрим, там украшение такое красивое рядом, вот этот кафе-ресторанчик, ребятки убирают. О, перенесли сюда эти крылья. Они раньше стояли вон там дальше, помните, в прошлом году. Мне написали много новых украшений, но я не знаю, у меня такое ощущение, у меня глаз уже замыленный. И мне кажется, что все как в том году. Все как в том году. Апельсин, посмотрим, у них тут украшение. Видите, какое красивое. Так украсили, приятно. Фотозону такую сделали. Классную. Прикольненько. Вечером все светится у них. Убирают. После вчерашнего урагана, видите, попадало много, видно, у них всяких веток мелких. Все убирают. Выбирайте, друзья, кто любит. Я знаю, что у меня есть зрители, которые обожают устрицы. У меня малой их ловит сам. Он у меня водолаз, так он вечно мне скидывает. То у них эти крабы, то у них устрицы, то у них мидии. Питаются они там неплохо. В свободное от работы время. Ой, красиво как красиво. Солнышко, видите, как солнышко через елочку пробивается нам? Ой, как прелесть. Так, знаменитая сосна. Я думаю, что у каждого, кто хоть раз был в Ялте, обязательно есть фотография возле этой сосны. Посмотрите, как она красиво раскинулась, да? Ой, сколько она тени дает летом.
Дети любят прям залазить на вот эти вот ветки, висеть на них, как на турнике. Ой, прям заходишь под нее, такое ощущение, что она прям сейчас тебя погладит. Люди ходят довольные, красивые, нарядные. Так, вот в эту столовую пойду, поэтому смотрите в следующем ролике. Обзор столовой сделаю, которая находится вот именно здесь, на набережной. Столовая по-домашнему. Вход у них вон там. Вот видите, стрелочка. На второй этаж поднимаешься, внизу летуаль. На втором этаже столовая. Так что покажу вам. Подписывайтесь, активируйте колокольчик, не пропустите. Кому интересно, рекомендую вам посмотреть. Вот здесь находится канатная дорога. Здесь можно подняться на холм славы. У меня, по-моему, 2 ролика есть на канале. Я поднималась. И в прошлом году с Яной мы поднимались. Значит, я вам показывала музей ретро-автомобилей, музей бабочек, кафе там. Ну, как бы, я думаю, что если вы ни разу не были, вам обязательно нужно съездить. И там потрясающая площадка видовая. Очень красивые виды. Видите, этот же мальчик-бегун все бегает. Мы с вами уже... Я сколько вам отсняла, гуляю, а человек все это время бегает. Молодец. Поэтому посмотрите на моем канале видео. По-моему, я добавила в плейлист. У меня есть плейлист Ялта. Я туда все видео периодически скидываю из Ялты, чтобы вам было понятно. Есть плейлист Черноморская. Заходите вообще по плейлистам. Может быть, у кого-то какие-то интересы свои. Кого-то интересует только Ялта, кого-то только Черноморская. Поэтому стараюсь, конечно, порядок наводить, разбивать все по плейлистикам. И смотрите отдельно, там все шотсы можете посмотреть. Кто любит такие коротенькие видео, тоже стараюсь для вас отснимать, потому что сейчас такая жизнь. Давайте сюда выйдем. Тут, по-моему, ярмарка новогодняя. Я очень люблю смотреть, что продают на ярмарке. Да, вот они уже выставили. Видите, такие домики. А, ну они еще закрыты. По всей видимости, после обеда приходят. Да, еще многие закрыты. Еще только утро. Ой, ну пахнет возле них. Вот чувствуется, чем они уже торгуют. Пахнет, знаете, вот этими маслами. А, ну вот тут масло, что-то такое продают. Травками, лавандой. Ой, как вкусно пахнет. А вот кто-то работает, мы сейчас пойдем посмотрим, что они там продают. Обожаю вот так вот смотреть, особенно когда есть время, гуляешь, походить посмотреть. Да, она в шляпке, он... А, точно. Теперь мы увидели. Нет, что теперь? Я Что сразу, это я чую, пара? подошла. Что это пара, мы увидели. А лягушки? А лягушки есть у нас уже. У нас даже 2 пары. Потихонечку открываются. Тут камни. Какие-то елочки ручной работы, вот вижу, видите, какие красивые. Классно. На финансовое благополучие, видите? Вот такой пушистик. Ух ты, часы из пластинок сделаны, представляете? Классно. Ручная работа. Король и Шут, Брат, кино, Квин, вот я вижу, Высоцкий.
Надо же, придумали. Такая композиция, как елочные игрушки, видите? Так, тут все тоже ручная работа. Ну, это именно вот все ручное. Очень интересно посмотреть. Эти люди увлекаются. Надо же такую сумочку сделать. Вот такая прям сумочка. Эксклюзив. Плетут из бисера сами. Видите, какой дракончик. Год дракона, как раз дракончик. Поэтому можете вот приобрести. Вдруг вам захочется, приедете в Ялту. Приобретете себе на память ручную работу. Видите, они только раскладываются, конечно, утро еще. Ой, какая прелесть. У нас много деревьев красивых. Ручная работа, да? Прекрасно. На ярмарке все люди находятся, те, у которых ручная работа. Вот так вот. Да не все, почему? Так, Лена, я пошла. Но здесь ручная. Вот у вас точно ручная. И здесь, и Да, здесь, да, да. Ее много, она сейчас витрину выложит. Вы только пришли. Давай, мам. Все, хорошей торговли вам Спасибо, сегодня. спасибо, спасибо. И вас тоже. Смотрите, вот это получается, это подставки, которые вот сюда ставятся, смотри. Тут именные ручки. Это шапки с приколом. С Новым годом! С новым счастьем, зайчики мои! Город только просыпается еще, только просыпается. Вот дракончики какие, видите? По 50 рублей. Для деток. Кулончики. Как оберег на Новый год. Капельки, смотрите, позолоченный дракончик. Мгм. Ой, еще капельки, а тут дракончик. Да, внутри позолоченный. Вообще обалдеть. Да, тоже по 200 рублей. Ух ты! Да. Да? Вот эти вот 200 мы щас рублей? поднесли, потому что вчера, видите, все разобрали. Мы сейчас подвесим еще. Аметист вот забрали, луна Ой. чуть осталась. Синий Авантюрин, да, синий? Тоже вот с дракончиком, видите, какие красивые. Ух И у нас ты. по 200 рублей. Да, вообще цена очень Вот лояльная. это 300, у нас тоже по 200. Мы сейчас поставили акцию бабочки с натуральных камней. Так, девочки, прямо на набережной, пожалуйста, можно купить. Приходите. Кошачий глаз, от сглаза, кстати. Ну вот с дракончиком вообще супер. Смотрите, классная какая подвесочка. Но мне авантюрин нравится. Видишь, он еще есть коричневый. Мне нравится, как коричневый. Ой, сколько дракончиков. Прелесть. Вот камни. Лунный, кошачий. Так, по 200, по 300 рублей. Бирюза. Мне надо бирюзу купить. Я хочу бирюзу. У меня где-то, кстати, есть, но вот не знаю, куда положила. Я бирюзу очень люблю. Классно. Гранат. Агат. Вот, гематит очень хороший от давления. Он нормализует давление, гематит. Шунгит. Кто-то спрашивал, что это за камень черный? Шунгит это. От негатива чистит. Вы до вечера, да? До 8 часов. Хорошая такая. Ларечек такой классный. Все, друзья мои, буду с вами прощаться с этого прекрасного места на фоне вот этой шикарнейшей сосны. Пишите комментарии, пожалуйста, понравилась ли вам такая прогулочка. Ставьте лайки, обязательно ставьте лайки. Обязательно. Поддерживайте мой канал, если вам он нравится. Активируйте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, потому что оно будет у нас из столовой. Мы как раз сейчас поднимемся в эту столовую. И я для вас сниму обзорчик. Столовая по-домашнему, прямо на набережной. Все, люблю, целую вас. Всем пока.